Так, сегодня у нас продолжение темы бескамерки. И говорить мы будем о герметике Хайгир. Герметик автомобильный, но многие его используют бескамерно в велосипедных покрышках. Данный герметик у меня залит покрышку Schwalbe G1 Allround. Версия Performance. Размер покрышки 29 на 2,25. Это гравийная резина. Именно эта покрышка не бескамерная, она обычная для камерной установки. Но у нее боковые стенки толстые, Snake Skin. Учитывая, что есть мокрые пятна, значит герметик работает. Проколы он не заклеивает, а просто закупоривает своими жесткими волокнами. Но влага выступает. И проколов много. Эта покрышка стоит на заднем колесе. Герметик я залил в июле 2020 года. Проехала покрышка с этим герметиком 8000 километров. Несколько раз я доливал в него воду. Точно сказать не могу, но доливка была примерно по 40 мл. Может 2, может 3 раза, точно я уже не помню. Сейчас мы вскроем и посмотрим, что там находится внутри. Ну, что можно сказать? Герметик там еще... О, смотрите, как его здесь много, он кусками. Вода тоже присутствует. Он какими-то комочками. Он густой. Вот это вот уже жесткие камушки. Хотя нет, они пальцами растираются. Вот такая вот на дне каша. Но при этом проколы заклеиваются. Вот он падает кусочками. Возможно, нужно еще немножко добавлять воду. Ну вот в таком виде находится герметик после 8000 километров пробега. Сейчас мы заглянем еще в другое колесо, в переднее. Там 12 тысяч пробега. Возможно, там он выглядит немножко по-другому. Здесь тоже Schwalbe G1 Allround, но только уже бескамерная серия Evolution. Этот герметик был залит в марте 2020 года в покрышку Big Apple. Проехал он в той покрышке 1500 километров, а в апреле был слит и залит уже в эту покрышку. И вот уже на этой покрышке я проехал 10500. В итоге получается полный пробег этого герметика 12 тысяч километров. Серьезных проколов не было. Была куча мелких, наверное, штук 20. Но герметик все закупоривает, все идеально работает. Итак, смотрим на эту какашку. Цвет немножко другой. Вот она. В принципе, точно такая же визуально. Вот комочки. Но тут уже комочки пожестче. Этот такой особо и не раздавливается. Но в принципе, смотрите, герметика здесь полно. Проколы он заклеивает. Вот смотрите, как его здесь много. Сюда я тоже доливал воду периодически. Раза 3, может 4. Вот такая вот гадость. Но при этом все работает. Мелкие дырки он заклеивает. Что получается? Одной заливки герметика при добавлении воды на ход хватает. Возможно, он будет и больше работать, я не знаю. Но в данный момент я покрышку эту буду снимать, буду ставить другую. Какой вывод можно сделать по герметику Хайгир? В бескамерных покрышках герметик работает. Закупоривает мелкие проколы, ну типа колючки, кавунцы, акация. Вот это все он закупоривает вообще без проблем. Но если будет гвоздь или порез, тут вариантов нет. Он его не заклеит. Плюсы этого герметика. Он водорастворимый, не высыхает. Ну, если подсох, добавили воды. Легко отмывается от покрышки, не оставляет никакой пленки. И цена. У него очень привлекательная цена. И минус этого герметика. Порезы и большие проколы он не заклеит. Подписывайтесь на канал,
Продолжение следует.